Всем привет из офиса Loud Sound. У нас сегодня выпуск про компанию Rockford Fosgate, а также про их продукцию. Их продукцию вы теперь можете приобрести в нашем магазине, и мы решили, чтобы вам было это удобнее делать, ознакомить вас с тем, что у них сейчас представлено на рынке, с тем, что у нас сейчас есть в наличии. Ну и о самой компании несколько слов расскажу, а рассказать есть что. На самом деле компания уникальная на рынке Car-Audio, и многие вещи Rockford Fosgate сделали первыми. На их счету более 25 изобретений, такие как MOSFET, полевой транзистор, первый автомобильный усилитель они сделали, первые сабвуферы автомобильные, первый процессор звуковой, который позволял полностью обрабатывать звук. На их сабвуферах были выиграны первые соревнования по SPL в 80-х годах, и первый SPL, я вот этого не знал, был приятно удивлен. Им был Вейн Харрис. Харрис, правильно, или Харрис? У Тёмы, кстати, есть фотка с ним. Представляете, с первым в мире SPL-щиком чемпионом. Вейн Харрис на данный момент является президентом DB Drag Racing, а сам DB Drag Racing принадлежит Rockford Corporation. Сейчас Rockford как бы ушли в подполье в России, ими занималась русская игра. Херово, видимо, занималась, судя по всему. Судя по тому, что этот бренд практически нигде не представлен. Редкий бренд, редко в каком магазине его можно встретить вообще, а там, где вы его встречаете, очень узкий ассортимент. Однако же мы были приятно удивлены, когда закупили их продукцию. У них достаточно много качественной аппаратуры в достаточно большом количестве сегментов. У них есть и Marine серии влагозащищенные для лодок, катеров, для SQ аппаратура, для SPL. Упор, конечно же, больше на обычный повседнев, на качество звучания. Но однако SPL-ные вещи тоже есть. Сегодня мы вам все это покажем. У нас сейчас далеко не полный ассортимент их продукции. Он будет расширяться. У них есть звуковые процессоры, есть очень много аксессуаров, штатных решений для мотоциклов, для багги и так далее. Давайте посмотрим на то, что сейчас у них есть в наличии. Все это у нас вот здесь. Тёма недовольный, как всегда. Тебя спрашивают часто, почему ты недовольный. Он просто такой Это не значит, что у него настроение плохое или он вас всех презирает. У тебя лицо, как будто ты всегда всех презираешь. Итак, перед вами сабвуферы в разных ценовых сегментах и для разного предназначения. Собраны они все очень качественно, выглядят отлично. Гвоздь программы. Покупал я его давно. Он у нас уже очень давно стоит в магазине. Не самый популярный, честно скажем, сабвуфер, но это чистый SPL. И это T2. Легендарный, можно сказать, с небольшими доработками. Такая особенность, одна, больше ни на каких сабвуферах я этого не видел. Это охлаждение. Такие медные плавники у него стоят вокруг катушки, которые вроде бы как должны отводить тепло. Как это на практике работает, честно, я не знаю. Но это такая инновация, которую, я думаю, если она хоть чуть-чуть работает, можно взять на заметку другим производителям сабвуферов. 3 больших ферритовых кольца. У нас здесь магнит. И очень необычная, красивая корзина. Такое у нас устройство с 4-дюймовой катушкой и, в принципе, за приемлемые деньги. Выглядит шикарно. Для установки магнитом вверх это просто супер саб. И надо отметить еще, не слышал я, честно, эту обновленную версию, но старый просто шикарно играли. Очень породистый такой бас был, американский. На этом, я думаю, мы подробно останавливаться не будем. Обычный, я бы даже сказал, не сабвуфер, а какой-то мидвуфер. Но стоит отметить, что катушки у него 2. Выполнен он в таком влагозащищенном корпусе. Это не значит, что можно его ставить снаружи яхты какой-нибудь, да, но если повышенная влажность, для этого они предназначены. Для работы в условиях повышенной влажности эти сабики подойдут отлично. Есть не только сабвуферы, есть еще коксиалки, есть еще усилители, к ним мы вернемся чуть позже. Эту штучку мы ставили, хозяин ее спалил, потому что не совсем правильно тогда понял, для чего она нужна. Если этот хозяин нас сейчас смотрит, это знаешь, кто был? Женя Павловский. Женя Павловский, если кто не знает, он сейчас SPL-щик. Тогда он только начинал свой путь, и он уже чего-то хотел, но думал, что он может получить это от этого сабвуфера. От этого сабвуфера вы не получите никакого давления. Не то, что избыточного или на соревновании, об этом можете забыть. А давления не будет никакого. Это чисто подзвучка, либо SQ-шная система, либо очень хорошо подойдет, когда ставится штатка, в штатные места, например, в BMW заменили динамики, поставили усилитель, вам будет мало баса. Таким сабиком можно уровень баса, в принципе, хорошо поднять. И когда совсем нет места, например, в каких-нибудь хайлюксах, джипах, у которых нет багажника, у которых багажник, грубо говоря, на улице или под кунгом, в салон
такой сабик можно поставить. Стоит он 6900 рублей, что в принципе, я считаю, очень приемлемо за Rockford Fosgate в таком компактном размере. Про P3 сказать нечего. Видно, что сабвуфер качественный, очень интересно подводящие сделаны, они спрятаны, их тут не видно. Он достаточно увесистый, тяжелый, мощности есть. И самый бюджетный вариант, 4500 стоит этот сабвуфер для начальных аудиосистем, для SQ-шников. Тоже небольшая посадка, маленький магнит. Вот в малые объемы, в стелс, например, будет хорошо. Это вот такой уровень герцов, очень популярных, которые в стелсе очень часто ставят. Акустика. Акустика это не вся. То есть мы принесли такие наиболее интересные модели. Есть выбор гораздо больше. Консультируйтесь ВКонтакте, чтобы подобрать правильную акустику именно под вашу аудиосистему. Здесь мы выделили 3 таких как бы сегмента основных. Это у нас эстрадка 8 дюймов, 6 дюймов и 2 вида твиттеров. SQ. Дорогие компонентки. Можно сказать, очень дорогие. Ну, учитывая курс доллара, в принципе, приемлемо стоит. Это стоит 17500, это 21 тысячу. Сейчас мы на них взглянем поближе. Аксиалки. Это не единственные, там есть выбор. Ничего необычного, просто очень качественно выполненные коаксиальные недорогие динамики. И Марин серия, опять же, коаксиалки. Будет отлично в комплект к вот этому вуферу, что мы сейчас посмотрели. С чего начнем? Давайте с эстрадки. Конечно, интересную эстрадку. Твиттер неодимовый, малого размера, под названием PP4NT. Стоит он 16,5 тысяч. За 16,5 получить породистое звучание, очень приятное, но не самое громкое. Далее у нас их больший, но более дешевый собрат. Это PP4T. И стоят они 12,5 тысяч. Аналогов у них нет. То есть большинство пищалок вот такого размера это копии копий, которые пошли там от Soundstream, как они, SST-20, да, по-моему? 25 Герц, SPL Show и так далее. Эта пищалка уникальная. Rockford, в принципе, вот делает модели в основном все самостоятельные. Копии я, если честно, не встречал ни по сабвуферам, ни по усилителям, ни по акустике. Очень интересно терминалы выполнены. Посмотрите, как они зажимные. Они находятся на тыльной стороне твиттера. Не по бокам, как это обычно бывает. Очень удобно сделали. И, собственно, 6,5 дюймов и 8 дюймов. Сейчас мы откроем, посмотрим. 6,5 дюймов у нас встречает сразу наклеечкой. И сетку видим, которую Rockford Fosgate скопировал у Андрея Новгородова с Dynamic State, да? Ну, возможно и наоборот. Андрей сделал такую же сетку. Видите, да, откуда на Рокфордах и на Момо пошли эти сетки. Это рокфордовские настоящие сетки, олдскульные. Они из металла сделаны. Очень приятные на ощупь, очень богато выглядят. Очень классные. С пулей, очень короткоходный динамик, явно среднечастотник. Магнит очень большой, такой же как посадка почти. Терминалы зажимные и очень маленькие. Редко такое встречаешь. На твиттерах больше обычно. Вот посмотрите. Не могу пощупать шайбу, честно. У меня палец не пролезает в это отверстие. Не знаю, какая шайба. Подводящие, видите, сделаны здесь, но терминалов нет. Я когда-то думал, что это стандартные шайбы с подводами вшитыми. Просто и для двухкатушечных, и для однокатушечных. На самом деле это делается для баланса, чтобы ход был максимально сбалансирован, чтобы шайба не провисала в одном месте и динамик ходил ровно. Очень качественно сделаны, очень приятно прям в руках держать и внушительный. Тяжелый, большой магнит. Ну и ценник внушительный. Стоят они 11 тысяч. Честно скажу, когда держишь в руках такое изделие, прям приятно. Восьмерка, видим, все то же самое. Спиженный дизайн у Новгородова. Но на самом деле качественнее, да, покрашена. Она более матовая и приятнее так вот на ощупь. Тот же самый динамик видим, просто более крупного размера. Также видим подводящие с другой стороны. Я это увидел, если честно, вот на альфардовских новых разработках мне показывали, шпионские. Я сказал, что это за китайщина. Шайба предназначена под 2 пары терминалов, а поставили на 1. Вот сказали, что это ставят именно для баланса. Такой же магнит. Такие же терминальчики. В принципе, у нас здесь то же самое. И хода у этого динамика уже, конечно же, побольше. Больше площадь диффузора. Низких частот, значит, он может нам отыграть больше. Получится неплохая трешка. Неплохая, в первую очередь, по цене.
конечно, не каждый себе может позволить. Я уверен, звучать это должно просто шикарно. Теперь SQ. Кроссовер у нас очень интересный. Мало того, что он очень красивый, мы здесь видим огромное количество, ну не огромное, но больше, чем надо для двухполоски входов-выходов. Объясняю, что это значит. Вот там в глубине, видно, есть переключатель биампинг, on-off. Пищалку и вуфер вы подаете с двух разных входов. В этом случае вы сможете твиттер регулировать громкость на усилителе, а срез, соответственно, будет осуществляться с кроссовера. В случае, если вам это не нужно, подаете просто, как это обычно сделано на кроссоверах, один канал и на выходе получаете твиттер и вуфер. Но в этом случае, регулируя громкость, подаваемую с усилителя на кроссовер, у вас будет расти громкость и твиттера, и вуфера одновременно. Также у нас здесь есть аттенюатор. Если, например, твиттер вырывается вперед мидбаса, или его не хватает, можно вот этим регулятором это подстроить. Вот это я не совсем понимаю, если честно, что это. Сталкиваюсь с этим первый раз. Но судя по инструкции, этот переключатель будет менять то ли временные задержки, то ли регулировать фазу. В общем, очень скудно в инструкции описана эта функция. Сказано для того, чтобы обозначить позицию слушателя. Вот, положение OFF удовлетворяет большинство слушателей. Там вот так написано и все. Типа не трахайте на мозг, вы все равно не знаете, что это, и не трогайте. Если вы знаете, напишите это. И вообще было бы неплохо конференцию Rockford, чтобы у нас провели. Пионер проводит конференции, очень полезные. Мы очень много узнаем из их конференций про их оборудование. Вот классно было бы, если бы Rockford рассказал про все эти вещи. Здесь у нас посадочные чашки, посадочные кольца, куча всего на самом деле. Не установить этот твиттер не получится. Сами твиттеры неодимовый магнит, обычный шелковый твиттер, ничего примечательного, ну, достаточно компактный. И опять же сделано все очень качественно. Все запечатано в термоусадку. Недавно какой-то твиттер доставали, у него вообще отломился вот этот усик. Здесь они очень прочно прям запаяны. Сами динамики. Это у нас подешевле, которые, да, за 17 тысяч. Ничего необычного, приятная сетка. Ну, ничего такого, металлическая, кстати, по-моему. Да? О, офигеть. Смотри, зеркало какое. Видно на камеру? Как в черную дыру смотришь. Очень классно. Классно сделано. Вот эта впуклость, у нее есть смысл. Герц, это, по-моему, там то ли первые применили, то ли развивают дальше. Это влияет на звук, выравнивает как-то или что-то в этом роде. Информация из той серии, которую ты услышал, офигел, понял, но потом забыл. Вот. Если вкратце, то это положительно сказывается на звучании. Магнит средний. Не большой, не маленький. Для компонентки обычной автомобильной достаточно хороший. И вот мы видим очень странное решение по шайбе. Она очень маленькая. Видишь, как она сделана странно, да? А видно на камеру? И непонятно, то ли она тут заканчивается, то ли ее накрывает вот это прижимное кольцо. Оно мягкое. Да-да, она тут впаяна. Все очень качественно сделано, приятно. Непонятно, почему терминалы обычные, они зажимные. Так я увидел, что Rockford любит зажимные терминалы по эстрадным, судя динамикам. Вот на SQ-шках они от этого отошли, а то, видимо, мало ли вдруг кому-то повлияет качество звучания скрипок. Теперь более дорогой комплект за 21 тысячу. Посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь тот же самый кроссовер. Один в один. Ну, только вот с другой аббревиатурой. Возможно, как-то отличается еще по схемотехнике. Внешка одинаковая. Абсолютно точно такой же твиттер. А вот динамик отличается. Динамик у нас теперь с пулей. Все такая же черная дыра. Как они так сделали? Посмотри, какая прям так, какой-то нереально, прям супер блестит. Если его еще наполировать, как прозрачно будет. Динамик выглядит абсолютно точно так же, но есть пуля. Видимо, ценник добавили из-за того, что он лучше звучит. Мы такую экспертную оценку делать пока не будем, пока у нас не будет экспертов. Ну, этим мы не будем распаковывать. Ничего необычного, как я уже сказал. Обычный коаксиал с конденсатором на борту. Очень качественно сделан, красивая сетка, красивый динамик. Стоят они 3400. И коаксиалки серии Marine тоже открывать не вижу смысла. В принципе, та же песня, что и с вуфером, влагозащищенный, обычной динамики. Ну, вот
Не ошибитесь, если вы купите только этот динамик, воспроизводимых частот вам будет недостаточно. А вот этот динамик плюс этот, это в принципе вот двухполоска, можно так сказать, да? По факту будет 3 полосы, которая в принципе уже будет играть прилично и будет защищена от повышенной влажности. Такой комплект обойдется вам в 16 тысяч, 8 за коксялки, 8 за вуфер. Вот за 16 тысяч можете поставить в вашу лодку и кайфовать. Далее усилители. Усилители у нас есть разных классов. D-класс, AB-класс и BD. Больше КПД, чем у AB, но меньше искажений, лучше качество звука, чем у D-класса. Такой как бы гибрид получается. К нему мы вернемся позже. Сейчас посмотрим, вот у нас есть серия Marine D-класса. Маленький усилитель. Традиционно белого цвета, 4 канала по 75 ватт в этом усилителе, и вам нужно будет заплатить за него 21 тысячу. Дорого, скажете вы, дешево, скажу вам я, если вы смогли позволить себе яхту, лодку или другое средство передвижения по воде, в которое вы ставите музыку. Я уверен, что 21 тысяча это не такие уж большие деньги за усилитель. Но соглашусь, что для D-класса 4 по 75 очень ценник не маленький. Такой талон, давно я их не видел. Последний раз, по-моему, в 2008 году, когда у меня был Рокфорд 4000 легендарный. Рокфорд вкладывает вот такие серийный номер и замер мощности реальный, дату замера. Вот этот усилитель выдал 549 ватт. Откуда? Спросил Артем только что. У него есть, кроме заявки в 4 Ом, а также заявка в 2. И она составляет 100 ватт на каждый канал. Вот. Либо 2 моста по 200 в 4 Ома. 2 моста в 2 Ома не заявлено. Боятся. Следующий на очереди у нас 4-канальник АБ класса. С заявкой 50 ватт в 4 Ома, 100 ватт в 2 Ома. И также 2 моста по 4 Ома. Он выдает 200 ватт. Очень тяжелый для такого размера. Слушай, прям вообще гантеля. Очень богато выглядит. Очень приятный дизайн. Вот в корне отличается от всех усилителей, которые сейчас выкидывают на рынок. Вот эта плашка, которая откручивается с помощью шестигранников, закрывает настройки и зажимы клемм. Таким образом у нас вот такой вот внешний вид получается очень минималистичный. Все терминалы, видите, утоплены, ничего не торчит. То есть усилитель с любой стороны будет смотреться очень стильно. Повторюсь, усилитель для вот таких инсталляций, когда людям нужно и внешний вид, и качество, и бренд. Конечно, будут троллить цену. Этот усилитель стоит 21 тысячу. Соглашусь, что это дороговато, но с другой стороны вы получаете действительно качественное изделие. Вот опять же у нас все замеры здесь сделаны. Этот усилитель у нас показал 557 ватт. Вот они, измерения каждого канала при разной нагрузке. Одинаковая мощность на всех каналах. И указана суммарная мощность 4 Ома 333 ватта, в 2 Ома 557 ватт. Вот это его максимальная мощность. Весьма внушительно, полкиловатта. Музыка АБ класса без искажений. Также в комплекте настроечный диск, треки, частоты в герцах, шум розовый. В общем, различные треки для настройки музыки в автомобиле после установки усилителя. Очень классно. Не часто такое можно увидеть сейчас в усилителях. Это old school, это действительно традиции. И это говорит о том, что люди вот стараются не просто взять, выкинуть усилитель на рынок. Ну, прикладывают замер мощности, прикладывают настроечный диск. А это у нас... Да вы что? Магнитолы, обратите внимание, Rockford Fosgate. Я надеюсь, у нас скоро будут такие магнитолы. Очень интересно пощупать. Теплые чувства вызывает. Я с этим брендом сталкивался только когда начинал заниматься автозвуком. Схему подключения пошаговую вот, и настройку разместили на обычном листике А4. Так, это у нас АБ класс серии Punch. Дорогой. Кому нужно подешевле, у нас есть серия Prime R300X4. Этот усилитель у нас также АБ класса, но гораздо более дешевый. Он стоит 12 300 и заявка у него 50 ватт на 4 канала в 4 Ома или 75 ватт в 2 Ома. Также заявлено 2 моста в 150 ватт, но только при подключении в 4. Решили перестраховаться, в 2 не заявляют. Вот суммарную мощность видим 428 ватт, поменьше, чем в старшем, более дорогом собрате. Я говорил там, что это дата замера, нет, это дата изготовления усилителя. Высокоуровневый вход мы здесь видим, судя по вот этим вот проводам. Ну, этот усилитель выполнен гораздо более просто и по внешнему виду. Обычно, я бы так сказал, усилок.
в меру тяжелый, тот был гораздо тяжелее. Посмотрим с настройками, что у нас. Настройки абсолютно обычные, ничего сверхъестественного. Кроссовер у нас есть low pass, high pass. Что такое AP, я могу только догадываться, что это просто full или off, то есть выключенный кроссовер, судя по опыту. Ну, назвали это почему-то AP, я не знаю, all pass. Подъем баса и достаточно скромный фильтр до 250 Гц. Ну вот эта вот штука есть хорошая, вот за что можно их похвалить. Переключатель входа 2 канала, либо 4 канала. Часто приезжают к нам машины, и у них здесь разветвлено Y кабелями. Этого не нужно делать на усилителях, которые оснащены таким переключателем. Очень полезная функция, но на большинстве усилителей ее почему-то нет. Вот Alphard не может похвастаться вот этими переключателями. Я очень надеюсь, у них в будущем появятся. Нетипично указан гейн 1.3.5, 7.9, 11. Обычно указывают входную чувствительность в вольтах. Ну вот здесь указали цифры, которые обозначают, что мне сразу непонятно. Наверное, меня затроллят, сейчас скажут, как ты не знаешь. Высокоуровневые входы также есть. Кто не знает, что это обозначает. Вам не нужно, чтобы на магнитоле были RCA выходы вот такие. Вам достаточно со штатных акустических проводов взять сигнал и подать сюда. Усилитель будет понимать, что сигнал уже предусиленный, и усиливать его не так сильно, как отсюда. Вы получите меньше шумов, меньше искажений, удобство подключения, соответственно, колхозить ничего не надо, вы втыкаете вот этот штекер, а эти провода просто приматываете к акустическим проводам, к вашим штатным, и этот сигнал вы уже можете усиливать. Вот такой усилитель, удобный, не очень хороший фильтр, но хорошая функция переключения 2-4 канала. И гвоздь программы, усилитель BD класса за 26 тысяч рублей. Что такое BD класс? Вы можете почитать на сайте Рокфорда. Среднее что-то между AB классом и D классом. В общем, это у нас такой гибрид. D классы отличаются высокой производительностью, но большими искажениями. А B классы отличаются большим размером, высокой теплоотдачей, низким КПД как следствие. А вот этот усилитель, это у нас что-то среднее. Это усилитель, который очень производительный, но при этом не теряет практически в качестве. Они заявляют до 80 с чем-то, да, процентов КПД при обычных 60% у АБ класса, а то и ниже. Это очень круто. Из-за этого получился очень компактный размер, внушительный радиатор, все-таки перестраховались. Очень красиво выглядит, глянцевая вот эта лицевая панель. Вот это у нас какое-то литье такое прям серьезное. Терминалы также спрятаны у нас в углублениях вот здесь, и регулировки вынесены на лицевую панель, совершенно не портят вид, вот так стильно сделали. Вот крест, кстати, это очень удобно. Я всегда очень радуюсь, когда под крест. Шестигранники хрен найдешь когда, и потом еще не сразу подбираешь там, которое нужно. Крестовая отвертка есть всегда. Посмотрим, что у нас с настройками. Фильтр уже более развитый, чем вот на усилителях до этого, которые посмотрели, 500 Гц. Можно сверху, можно снизу. И, собственно, все. Настроек у нас больше нет. Также мы видим 2 канала, 4 канала. Супер функция. Очень часто с 4-канальника рулят мидбас и середину. И при этом не надо им подавать разные каналы. Практически все подают один канал. Потому что на магнитоле всего, как правило, 3. Интересно сделаны терминалы силовые. Я таких не видел ни разу. Видишь? Усилитель очень увесистый. Подытожим. Приятные чувства вызвала лично у меня эта аппаратура. Такую ностальгию, смешанную с... не знаю, удовлетворением от того, что вот есть производители до сих пор еще из олдскульных, которые и традиции чтут, и что-то новое пытаются привнести в автозвук. Лично у меня вот знакомство с Рокфордом было знаковое. Рокфорд 4000, я его взял у Виталика Страдивари на соревнования, выиграл на них чемпиона России, взял титул в 2008 году. Впоследствии купил у него этот усилитель, он у меня впоследствии сгорел. С одной стороны, усилители были тогда ненадежные, но с другой стороны, такой мощности не давал никто. Очень радует, что компания Рокфорд не скатывается в ширпотреб, как это случилось со многими компаниями. Какое-то такое перерождение для меня лично произошло. Я надеюсь, что Loud Sound сыграет ключевую роль в этом возрождении. Вот сегодняшний обзор — это первый шаг. Надеюсь, мы скоро получим процессоры Рокфорд. И надеюсь, мы скоро получим магнитолы Рокфорд. Это был канал Loud Sound. Если вы вдруг еще не подписаны, подписывайтесь. У нас не только обзоры аппаратуры, у нас обзоры всего. Всем пока, живите громко. Был Вейн Хэррис, который сейчас является президентом DB Drag Racing России. Да что за хуй? Может вискаря бухнуть, а? Там есть 2 бутылки литровых Джека.
Давай по литрушке сейчас так пойдет обзор хорошо. Давайте канал сделаем на ютубе, кстати. Ну, стримы будешь как мопс делать. Давай стримы делать реально. И что, донат брать? В смысле, да. Ты знаешь, что есть такое? Не верь, не бойся, не проси. Так, а этот? Это просить чистое. Это у нас АБ-класс серии Пунч. Панч. Какой пунч, сука. Надеюсь, у нас будет больше обзоров вот олдскульных брендов в дальнейшем. Очень интересно было бы посмотреть на кого, блядь. Да никого не осталось, нахуй, все сдохли. Эрсквейки, Эклипсы, ты помнишь, сколько вот этого? Да, нет, ничего. Как будто бы зверь сейчас дикий проснется. И тише становится сразу. Успокаивается. Ручника, да, не хватает? Ну да. А тебе очкливо сейчас? Нет. Посадочника на 11 лямов стоит, прикинь? И это полноприводный джип. Это себе. Это вообще ненормально, да? На джипе, на громадном. Семейный. Там вся семья сзади сидит, потеет.